В этом видео вы узнаете, как сильно PopCap скатилась за короткий промежуток времени и при этом смогла выпустить легендарную игру, тем самым не дав себя похоронить на затворках истории. Вы на канале Best Archive Discovery. Начнем. Alice Greenfingers. Настоящая казуальная игра, разработанная Arcade Lab, вышедшая под издательством PopCap 10 мая 2007 года. В чем суть игры? Симулятор фермера. Поливайте, вспахивайте грядки, продавайте товары. Но больше ничего особенного. Как таковых целей я не нашел. Вы делаете все по инерции. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Mahjong Escape Ancient China. Классный маджонг, разработанный Jolly Bear Games, выпущенный совместно с Pintop и PopCap 9 марта 2007 года. Сразу вам скажу, что с Pintop и PopCap вместе выпустят немало игр, но для PopCap это станет началом конца, и вы поймете почему. В чем фишка этого маджонга? В дизайне, в большом количестве раскладов. Также у игры есть уровень сложности, который растет по мере прохождения. Как вы можете наблюдать, у меня на уровне появились ключи и замки. Ими я должен открыть золотые кости, чтобы пройти уровень до конца. Если закончатся ходы, всегда можно перемешать их. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Peggle. Казуальная пазл-игра, разработанная непосредственно PopCap, увидела свет 27 февраля 2007 года. Симулятор пинбола, где можно управлять только одним параметром, куда стрельнуть шарик. А дальше поможет бог рандома. Чтобы пройти уровень, вам следует уничтожить все оранжевые блоки. Также на уровнях есть фиолетовые и зеленые блоки. Первый дает вам бонус в виде большого количества очков, а второй дает способности вашему выбранному пилоту. Каждый пилот обладает своей фишкой. К сожалению, продемонстрировать в игре это не могу, так как не открыл их по сюжету. Но могу показать вам скриншот всех персонажей. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Peggle Extreme. Спин-офф игры, разработанный для корпорации Valve, вышедший 11 сентября 2007 года, является редизайном скинов под стиль Half-Life и других игр, вышедших под изданием Valve. Не является каноном серии Peggle. Распространяется бесплатно по сей день в Steam. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Mystery PI The Lottery Ticket. Point-and-click аркада, созданная с Pintop и PopCap, выпущенная 18 июля 2007 года. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Trade with Legends. Эта игра спортная. Смотрите, издатель у нее Sandy Lot Games. На русской вики есть упоминание того, что PopCap распространяла данную игру. В ней также есть такие игры, как Big Calma Reef и Platypus. Как видите, Trade Winds здесь присутствует. А вот в англоязычной версии ее нет. Странно, не правда ли? Дату я вам выхода сказать не могу, ибо я сам запутался в них. 4 разных даты, и нигде ни одна не повторяется. В чем соль данной игры? Вы купец. Выберите одного из 4 персонажей, и каждый вам даст свои бафы. Вы должны улучшать город, строить корабли, налаживать торговые пути путем привоза определенных товаров, закупая их дешево в одном месте и продавая задорого в другом. Будьте внимательны, ибо цены в каждом городе меняются от сезона к сезону, по фазе Луны. В игре у вас постоянно будут расти долги, будьте осторожны. Больше об игре, как такового, сказать мне нечего. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Venice. Разработанная компанией Retro64 вместе с PopCap, вышла 22 июня 2007 года. 4 режима игры: путешествие, потоп, пазл и выживание. В режиме путешествия у вас нет права на ошибку. Упавший предмет, что вы отправили в воздух и не достигший цели, отнимает вам жизнь. В режиме потоп вы должны как можно скорее заполнить пустующие ячейки. В этом случае вы не умираете, если ваш предмет упадет вниз. Пазл. У вас есть только одна попытка, чтобы заполнить все ячейки разом. А выживание — это для всех здесь и так понятно. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Water Bugs. Потомок Cosmic Bugs, разработанная Retro64 и выпущенная PopCap в 2007 году. Но так сообщает только Википедия, а вот все остальные ресурсы утверждают, что вышла она 11 августа 2005 года. Так что верить Википедии насчет выхода тех или иных игр от PopCap не стоит. Ничем не отличается от предыдущей игры, это просто рескин. Ребята, в предыдущий раз я ошибся, во всех игр с припиской Bugs можно создать свой собственный профиль.
Amazing Adventures The Lost Tomb. Разработанная Spintop, она вышла 5 ноября 2007 года. Погодите, мы опять сталкиваемся с нестыковками по датам. В Steam игра выпущена 5 ноября 2007 года. Да, а на сайте Electronic Arts написано 21 января 2008 года. Кому верить? Решать вам. Является первой частью похожих друг на друга поисковиков от этой компании. Что нужно делать? Искать предметы. Но здесь несколько иной подход. Если у вас обычно нужно нажать на конкретный предмет, то тут многие вещи завуалированы. Объясняю сразу. Если вы должны найти лодку, это не значит, что вы найдете именно этот предмет. Это может быть как и надпись, абстракция или даже пазл, потому что вы можете найти корпус, но он у вас не кликабелен, потому что на нем не установлен парус. Довольно интересный подход, не находите? Но это работает абсолютно со всеми играми от этой конторы. Поэтому больше заострять внимание на таких играх я не собираюсь. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Amazing Adventures Around the World. Вторая игра той же компании Spintop, вышедшая 17 сентября 2008 года. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Alice Green Fingers 2. Продолжение первой части, разработанное теми же ребятами, вышедшая 18 сентября 2008 года. Чем отличается эта игра от предыдущей? Графикой. И тем, что в игре теперь есть четкое разделение на уровне. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Bejeweled Twist. Обнова старого и доброго Bejeweled, разработанная Джейсоном Капалько и выпущенная 27 октября 2008 года. В чем отличается эта версия от обычного Bejeweled? Ничем, только режимы открываются постепенно и за определенные выполненные действия. Ну и тем, что теперь вы можете менять местами не один тайл, а 4 по часовой стрелке. Поговорим о режимах. Классический, Zen, Challenge и Blitz. В классическом режиме вы должны проходить уровни, пока не сможете их пройти. В случае проигрыша сеанс завершается. Zen. Как всегда, игра в свое удовольствие. Проходите уровни комфорта, но за комфорт вы платите очень и очень долгим накоплением очков, если собираете цепочки по 3 одинаковых предмета. Челлендж вам дает задания, и вы должны их выполнять. Только тогда уровень будет считаться пройденным. Ну и конечно Blitz, где вы за 5 минут должны набрать максимально высокий результат. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Chazelle Christmas Edition. Рескин игры Chazelle на Рождество и Новый год, разработанной компанией Reptisoft и выпущенный PopCap 28 ноября 2008 года. Мне нечего добавить сюда. Раз это просто рескин, то здесь ничего особенного в плане новых фишек. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Family Feud. Адаптация телешоу, популярная на Западе с ведущим Стивом Харли, вышла в 2008 году. Что ж, я вам сразу скажу, что в эту игру стоит играть только если вы свободно владеете английским и вы знаете американские и британские традиции на отлично. Иначе вы будете давать, по вашему мнению, правильные ответы, а вот игра будет считать, что такого ответа в помине нет. Каждый игрок может создать свой собственный профиль, если это так можно назвать. Mahjong Escape Ancient Japan. Помните, в начале этого видео я упоминал об аналогичной игре, только там в названии был Китай. Так вот, это то же самое. Единственное, чем отличается от предыдущей части, это количеством классических раскладок. Напомню, в первой части их было 126, а в этой 162. Отмечу также, что раскладки отличаются в обеих играх. Бегло пробежался и не заметил повторов. Вышла игра 27 февраля 2008 года. Но везде указано 7 декабря 2006 года. Объясните мне, почему так происходит? Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Peggle Knights. Еще один спин-офф игры Peggle, но с большим количеством карт. И вы можете приобрести его за прайс в $5 в Steam. В игре есть бонусные уровни, которые отсылают нас к другим играм серии. Я не могу сказать точно, когда они вышли, но карты по мотивам Plants vs Zombies здесь присутствуют. В игре можно сыграть даже без прохождения сюжетной линии их. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. The Wizard Pen. Разработанная и выпущенная PopCap, игра вышла 16 сентября 2008 года. Она представляет собой подобие букворма, только там нужно отгадывать слова путем проявления картинки, в основном по кусочкам. За каждый кусочек разгадки слова у вас отбирают по 1-2 очка. Также вам могут дать другие задания, но суть от этого не поменяется. Отличный тренажер для мозгов, советую. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Mystery PI The Vegas Hates. Point-and-click аркада, созданная совместно с Spintop и PopCap, появилась на полках магазинов 5 июня 2008 года. Каждый игрок может создать свой собственный профиль.
Amazing Adventures, The Caribbean Secret, point-and-click аркада, созданная Spintop и PopCap. Появилась в продаже 25 ноября 2009 года. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Bookworm Adventures 2. Вторая часть игры, книга 4.6, разработанная PopCap и увидевшая свет 30 июля 2009 года. Чем отличается это продолжение от первой части? Практически ничем. Новые способности разве что. И в мини-играх добавились еще 3 пункта: Mutant Words, Golden Coins и Word Up. Mutant Words. Вы должны отгадать те слова, что представлены на экране за определенное время. Golden Coins. Вам нужно составлять очень длинные слова, чтобы игровое поле заполнилось доверху монетами, но вы должны это сделать за 5 ходов. Если вы не сможете составить достаточно длинных слов за эти ходы, сеанс завершится. Word Up. Вам нужно как можно быстрее забраться на гору, пока вас не догнала лиса. Чем длиннее ваше слово, тем выше ваш персонаж заберется. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Escape Roscliffe Island. Игра-поисковик, созданная все так же Spintop PopCap, увидевшая свет 3 марта 2009 года. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Geomancer. Данная игра была создана совместными усилиями PopCap и Square Enix и вышла 18 ноября 2009 года. Неожиданное сочетание, не правда ли? По сути дела, игра повторяет концепцию Bejeweled Twist, только вам нужно сражаться с противниками, нанося им урон путем сбора камней. А если быть еще точнее, то это клон Puzzle Quest Challenge for the Warlords. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Peggle World of Warcraft Edition. Спин-офф, разработанный PopCap совместно с Activision Blizzard, ранее Blizzard Entertainment, явившийся миру 8 июля 2009 года. Распространялась бесплатно, ныне не скачать. Забавный факт. При выходе этой игры вас встретит реклама 2 игр, первой части Peggle и World of Warcraft. В первую можно опробовать бесплатно, а вторая дает вам возможность играть 10 дней бесплатно. Ссылка на игру World of Warcraft в 2024 году все еще рабочая. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Zuma Revenge. Продолжение не менее легендарной игры про похождение жабы, увидевшая свет 15 сентября 2009 года. Разработанная и изданная PopCap. Это их самое удачное продолжение из ныне существующих, как по мне. У игры есть 2 классических режима, как в оригинале 2003 года, режим приключения и челлендж. Челлендж откроется после первого побежденного босса. В режиме приключения вам нужно проходить уровни. По завершению главы вы должны сразиться с боссом. Итак, у вас 60 уровней. После завершения истории у вас появится 2 новых режима – героический и железная жаба. В железной жабе у вас есть одна попытка пройти 10 эксклюзивных уровней, а в героическом режиме вы начинаете с самого начала приключения, но их сложность такая же, как и на 50 уровнях. По поводу челленджа, он был переработан. Теперь, чтобы пройти любой из уровней, нужно за 3 минуты набрать максимальное возможное количество очков. У игры нет ограничений на эти очки, все зависит от вас. Проходите уровни на аса по возможности, чтобы открыть как можно больше уровней в дальнейшем. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Plants vs Zombies. Собственно, вот и виновник торжества, спаситель компании от забвения и вечное ее проклятие. Как ни крути, игра стала глотком свежего воздуха для компании. В представлении игра не нуждается, ведь каждый знает ее. Разработанная и изданная PopCap, вышла она 5 мая 2009 года. Игра в жанре Tower Defense. 3 режима игры – приключения, мини-игры и выживание. Приключения – это стандарт, проходишь уровни до конца. Мини-игры представляют собой набор челленджей, как в Bejeweled Twist. А режим выживания – он и есть режим выживания. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Кстати, как вы познакомились с данной серией игр? Вот я с ней познакомился на Facebook через онлайн-игру, ныне закрытую. Называлась она Plants vs Zombies Adventures. А прожила она действительно недолго, с 20 мая 2013 по 12 октября 2014 года. Напишите в комментариях, если помните о такой. Mystery PI Lost in Los Angeles. Данная игра вышла 27 июля 2009 года. Креатив прям зашкаливает, правда? Еще один поисковик. Сколько можете? Спросите вы, а я вам отвечу. Да. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Завершает этот год игра Mystery PI The New York Fortune, которая вышла 28 января 2009 года. Они все настолько скучны, что я не придумал, как их описать. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Теперь вам должно было стать понятно, почему PopCap скатилась.
Но и это еще не все. В последнем номерном видео я вам расскажу, какие игры вышли после триумфа PopCap, а также, что выходило после того, как великая и ужасная Electronic Arts выкупила PopCap и взяла ее под свое крыло. Не прощаюсь, увидимся.